Всем привет, ребят! Вы на канале Na'Vi Brawl Stars, с вами Лана. И сегодня, как известно, 1 сентября, День знаний, и в честь этого мы решили проверить, какие же знания остались у наших игроков со школы, как у них работает логика, ну и, в принципе, справятся ли они с задачками, которые мы сегодня для них приготовили. Ну а в конце ролика, обязательно смотрите до конца, вас ждет интересная информация насчет съемки нашего следующего видео, в котором вы сможете принять участие. Так что приятного просмотра! Так, ребятки, сегодня мы записываем ролик к 1 сентября приуроченный, и я решила не мучить вас сложными какими-то школьными вопросами, но тем не менее у нас сегодня будет тест на логику. Знаете ли вы, что такое донетки? Нет. Нет. Так вот, донетки — это такая типа игра, где я вам говорю какой-то факт, очень странный, очень непонятный, и вы... как этот котик, и вы должны угадать, почему так произошло, задавая мне вопросы. И я могу вам говорить только «да» и «нет». В принципе, так. Что, будем пробовать? Да. Единственное, что вы можете сегодня выбрать, это название. Вот по названию донетки, какую я буду вам говорить. Так, варианты. Случай в баре, библиотека, лифт, нашествие котов, прям как у Алекса, и деревенский дурачок. Я либо библиотека, либо лифт. Я уже столько хорроров посмотрел в лифте. Поэтому давайте лучше лифт. У меня там все вообще сценарии на каждый момент есть. Хорошо, давайте лифт, хорошо. Слушайте. Некий человек живет на 9 этаже, но каждый раз, когда он возвращается домой один, он доезжает только до 7 этажа и далее идет пешком. Почему так происходит? Вы можете задавать вопросы только те, на которые я могу ответить «да» и «нет». Потому что лифт заканчивается на 7 этаже. Нет. Я это где-то слышал. Все, больше нет идей. Я могу еще раз рассказать. У вас в школе были какие-то типа задачи Нет. на логику вот такого плана? Нет. Решали? Были. Меня конечно. Давайте еще разок. Некий человек живет на 9 этаже, но каждый раз, когда он возвращается домой один, он доезжает только до 7 этажа и далее идет пешком. Задавайте наводящие какие-то вопросы. А загуглить можно? Одинокий человек Нет. живет на 9 этаже. Когда он возвращается Одинокий домой человек. один, он доезжает до 7 этажа, а дальше идет пешком. Почему? Google Siri зашили, что ли? Нет. К сожалению. Но Это не очевидная движуха, поэтому вы должны, да, задавать вопросы. потому что ему, не знаю, он там заходит на 7 этаж и хочет с кем-то увидеться, наверное. Нет. Пока Просто- не близко. Я скажу, если будет близко, я скажу, но пока нет. Чтобы забрать кого-то на 7 этаже. Нет, но он... Ладно, я не могу подсказывать. Он спортсмен, и ему надо ходить хотя бы 2 этажа. По крайней мере, ты уже, да, ищешь причину, почему он едет только до 7. Лифт перестал работать с 7 до 9, не знаю, там. Не. Нормально. С лифтом все окей, скажу вот так. Он должен перейти в другую часть дома, куда лифт уже не доходит. Не. Ну, представьте, что вы вот заходите в лифт. Что вы делаете, чтобы доехать до 9 этажа? Нажимаю на кнопочку 9. Да. Там что, кнопка? А он Там нажимает кнопка... Там кнопка 9 стерлась в 7 или что? Типа как? Знаешь, как в этих в лифтах раньше, в старых домах, типа такие все зажигалкой подпаленные. Ну кнопки да, были. там с кнопками проблема, я так понял, или что? Нет, с лифтом Ну, же это хорошо. близко, очень близко. Что за обман? С лифтом же все в порядке. Ну, Так, давай подумаем логически, что может быть там быть. Там вот кнопки могут быть поменены местами просто.
Типа он думает, что он до 9-го, и то он на 7-го каждый раз доезжает и У такой. него дислексия, он не знает, как выглядит какая-то цифра, и случайно нажал на 7 и думаешь, что это 9. Не знаю. Ну вот, кстати, Ярик, ты так близок, что я тебе не могу прям передать, насколько ты близок. Он перепутал кнопки. Не. Он в детстве в садике числа не учил, а он путает просто 9 с 7. Поэтому, типа, всегда доезжает до 7-го случайно. Хотя хотел до 9-го. Ну, он бы мог запомнить, понимаешь? Он бы мог запомнить. Так а если он раз. тупой? Как он За что? Ну вот что-то не так с ним. Вот что-то с человеком не так, вы уже поняли. Вот что не так. У него какая-то болезнь, и он не умеет запоминать цифры. У него склероз. И он типа, знаешь, он из дома выходит такой, так, сегодня нажму кнопку 9, доеду до конца, ну его идти не буду. Заходит такой в лифт, 7, нажимает и все. Ну вот очень близко. У него действительно не то чтобы болезнь, это типа особенность. Но вы пока не назвали верную. Давайте так. Представим, я не знаю, просто есть разные лифты. Например, у вас вот кнопки расположены в 2 ряда. Представьте, что там все кнопки расположены от единицы до 9 в один ряд. Вот так наверх. Подождите. У него проблема с ногами, и там с... Нет, нелогично. Ладно. Нет, ну, немножко логично. Он на коляске, и получается... Ну, типа, там ступеньки с 7 до 9 этажа начинаются с какой-то... Ну, как это называется? Типа... Ну, короче, там на коляске надо ехать. Ну, я поняла, да, ты прав в плане того, что, типа, он не может дотянуться до 9 кнопки. Правильно? Ты же это имел в виду? Да. Ладно, я уже настолько подсказала, что вы уже должны угадать. Ну, типа, человек не может дотянуться до 9 Он кнопки. карлик. Е-е-е! Это победа. Так, давайте еще попробуем. Ты, Кубик, должен выиграть сегодня. Стараюсь. Да, Куб. Пускай Куб выберет теперь, ну, какое Случай это, загадку. Барри. Да, Куба, выбирай. Да, я тоже, кстати, хотел сказать, куб-бар выбери. Но у нас ментальная связь. Итак, мужчина заходит в бар и просит стакан воды. Бармен внезапно достает ружье и направляет на мужчину. Мужчина говорит «спасибо» и уходит. Бармен был грабителем, и рандомный человек зашел, и сначала этого не понял, потом ему намекнули, он ушел. Я бы тоже так подумала, но, к сожалению, нет. Бармен действительно сделал услугу, получается, человеку. И человек такой «спасибо» и пошел. Ну, я не знаю, я не буду говорить свою версию, типа, я не буду. Наверное, Чего? ружье это как его, водяной пулемет. Как на море. Было бы прикольно, кстати. Ну, это подходит под смысл. Ой, камера пошла. Так, ну давай, Лёш, что ты стесняешься? Ну, типа, он Версии. просит у него воды, да, он наводит на него ружье. Да. Но он испугался, насал штаны, и вот и вода. Да я не знаю, ну, что еще. Не, он испугался. Ну, он испугался, это четко, но Но не обоссался, да? не обоссался. Ну, я не знаю тогда. Вот и вот. Ну, пот у него потек, может быть, я не знаю, типа, Подумайте, почему он попросил воды. пить хотел. Да. А еще почему? Ну, это честно сложные загадки. Я бы не отгадала. Именно поэтому я и загадываю вам, чтобы, типа, издеваться над вами. Алекс правильно сказал, что человек испугался. И перед этим он просил воды. Вот эти 2 фактора должны быть у вас как-то связаны в голове. Ну потому что жарко, типа, вылить на голову. Нет, ну это правильный вариант, конечно. Так, люди просят воду, но это не в этом случае. Ладно, получается, бармен специально испугал человека. Короче, у человека была икота. Я хотел сказать, он заика. Ладно. Видишь, Ярик, ты очень близок, всегда ты очень близок. Реально, у человека была икота, он зашел, попросил воды, а бармен такой, типа, то я тебя сразу напугаю. Достал ружье. Разве икоту запивают? Ну да. А да. что это такое? Да. Когда Ну, типа, когда ты икаешь, икаешь. Спасибо. Нет. Бывает такое у тебя? не бывает. Что, хотите еще одну или 2? Да. Деревенский дурачок, нашествие котов,
или библиотека? Давай, Библиотека. Ну, Алекс пускай выбирает. Алекс за очередь. Путешествие котов давай. Да. Итак, один человек уехал в отпуск и попросил друга своего посмотреть за котом. И через неделю в квартире бегали уже 8 взрослых котов. Потому что еще 8 друзей попросил присмотреть за котами. Хорошая мысль, но нет. Размножение. Это первое, о чем я подумала, когда увидела. Как-то Так, у меня тоже так за было. неделю как могло 8 взрослых котов появиться? Да. У него уже было 7 или что? Нет. Куб больше не хочет думать. Потому что Конечно, у друга приют для котят, ну, типа для котов. Приют. Не-не-не. Когда, вот, например, представим ситуацию. Лёша просит Кубика присмотреть за котенком. И потом приезжает к нему через неделю, а у Кубика уже 8 котят. Это был не кот, а кошка, и она была беременна. Вот я так подумала, но нет. Они взрослые, Ярик, они Итак. взрослые, в этом прикол. Ну, вот, допустим, Алексей дает Кубику котенка и приезжает, а у Кубика 8 одинаковых котят. Вот все, как котята Алексея. Ну, это друг доктора Стрэндж, и он размножил их. Я расклонировал чисто. Да-да-да. Может, я шизу какую-то словил, когда куда-то ездил, возвращаюсь, и мне мерещится таких же, типа, 7, как и был мой один, или что? Либо как это? Нет, у Кубика реально их 8. 8 тупо одинаковых, вот таких, как твой котенок. И все бегают. И ты такой, типа, ничего себе. Но ему понравился их котик, его кот, и он решил себе купить. Самая реальная версия. Но он нашел прям, типа, идентичных. Почему? Ну, наверное, котиков запихнул в эту комнату для зеркал. Ну, зеркальную комнату. Кстати, реально, может быть, там просто много зеркал стояло. Сейчас еще думаю. Представим, короче, в этой истории точно не может быть породистый котик. Скорее всего, это какой-то не породистый котик. Какая разница? Ну, набрал с улицы. Да, почему? Потому что они все, там много одинаковых. Нет, ну друг попросил присмотреть за котом. Потому что он потерял этого котика, он убежал, и он решил найти такого же, и нашел по итогу 8. Ярик великий логист. Типа, самый логический человек на свете. Поздравления, как вам понравилось? Я думаю, Кубу вообще с По кайфом Brawl зашло Старсу, прям. пожалуйста, вот такие загадки. Деревенский дурачок и библиотека. Библиотека. Женщина зашла в библиотеку, достала книгу и заплакала. Ну, книга с воспоминаниями какие-то. Какими-то. Нет. Драма. Книга, не знаю. Ну, это было проще всего, просто грустный момент. Но она сразу заплакала, она даже не прочитала. То есть она зашла в библиотеку, достала книгу и все, и плачет. Не знаю, в книге был нарезан лук. О, кстати, ну ты чуть-чуть вот один аспект совпал, что в книге что-то в книге. А в книге было зеркало, туда на зеркало упало солнце и перелетел луч в ее глаза. У нее плохое зрение, и она заплакала. Не. Давайте подумаем, кем была женщина. Вы можете угадывать. Шахтером. Слэш рояля, да, Куб с актером? Бабушка библиотекаря. Еще варианты. Так, нам что, все перечислить профессии? Да. Или что? Учителя. Не, она была как-то связана с книгами, Мгм. но не библиотекой. Писательницей. Да! Ту-ду-ду-ду. Итак, женщина-писательница заходит в библиотеку, берет книгу и плачет. Она нашла свое самое старое произведение искусства, поэтому она заплакала. Да, так и есть. Но она заплакала не от того, что она растрогалась. Она не растрогалась, в плане не умилилась, а именно расстроилась. Потому что страницы там были порваны, например. М-м. Ну, книга, она, типа, чуть ли там не в хламе, типа, чуть ли не сожглась, не знаю. Нет. Но была вырвана большая часть страниц. Я не знаю, что еще весит библиотекарь. Куб варианты, Куб Писательница. помощь.
Помощь зала Куб. Помощь Куба просто. Помощь Знаешь, отдельная Куба. кнопка такая. Куб, что там могло быть? Я не знаю, типа, реально там только с луком. Похоже на лук, но что-то лежало в книге. Чеснок, значит. Короче, рассказываю вам. Женщина была писательницей и оставила свою книгу, неважно, самую старую или какую-либо книгу, оставила в библиотеке и положила туда $50 прямо по центру. И когда она пришла, она увидела, что $50 лежали, и, соответственно, никто эту книгу не читал, и она отстойный писатель, и она расплакалась. Грустно. Грустно. Есть. Понятно, значит, А как можно- с логикой очень... Как можно вообще было догадаться про $50? Да. Ну хотя... Это не логика, это типа Давай. ты должен быть немножко шизом, чтобы у тебя какие-то рандомные варианты выскакивали. Ты такой, так, там была собака, нет, там были доллары. Ну, может быть, это нужно мыслить абстрактно, знаешь ли. А если бы я сказал гривни, то все? Все гривни, ну все, да, я бы сказала, фигня, думаю, еще варианты. Отлично. 50 евро тоже? Давай. Так, ну как вам в целом, Донетки? Что, еще будем играть или нет? Ну да. Кстати, ребят, с 1 сентября будет анонсирован пин Нави, и вы сможете его купить в магазине за $2. Можете болеть за команду Нави, кидать его в играх и в целом показывать, что вы болеете за нас. Все, всем спасибо, всем пока. Всем пока. Так, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео, и действительно самую интересную информацию Ярослав уже рассказал, но есть еще кое-что. Мы решили разыграть этот невероятный и максимально красивый Нави пин среди наших подписчиков и зрителей. А как именно, я сейчас вам расскажу. Смотрите, вот здесь в описании есть анкеты, которые вам следует заполнить, и тогда мы проведем небольшой турнир наших БС-игроков с их фанатами вместе, и победители получат этот пин. Чтобы принять участие в этом турнире, просто заполните анкету, и мы каким-то образом выберем участников, и вот так вы попадете в наше следующее видео. Так что я жду вас именно там. Всем пока! Thank you.